Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Прямо сейчас, понедельник, прямой эфир. Алексей Николаевич на связи. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что, несмотря ни на что, на свежие и не очень санкции, на запреты и разного рода разоблачения, конечно же, из-под зеленой накидки, из-под зеленого плаща, проистекающие, вы все равно остаетесь с нами. Спасибо большое за то, что поддерживаете. Поставьте, пожалуйста, лайк этому эфиру и, конечно, отметьтесь в комментариях. Старым, добрым, хорошим комментарием. Или каким получится, потому что события бьют ключом, и все попытаемся сегодня уместить и обсудить. Два слова о формате эфира. Сначала должен всем сказать, что QR-код, который видите возле Алексея Николаевича, это его школа личностного роста. Переходите, интересуйтесь модулями, свежими занятиями. QR-код, который видите возле меня, возможно задать вопрос. Именно с этих вопросов, которые по QR-коду, мы начнем нашу сессию ответов на вопросы. В конце каждого эфира традиция, не будем ей изменять. Конечно, будут вопросы звучать заблаговременно оставленные и в клубе зрителей Шелеста, телеграм-канал «Закрытый клуб», и в сообществе YouTube, абсолютно открытом, доступном. Можно оставить прямо во время эфира заранее свой вопрос и пообщаемся с чатами Александр Шелест и Алексей Арестович. Начнем с нашего вопроса сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. И звучит так. Кто победит в войне спецслужб в Украине? НАБУ и американская крыша демократов, СБУ, Зеленский и Ермак, Трамп разгонит и одних, и других. В конечном итоге победит Путин. Вот такие 4 варианта. И сегодня, вы знаете, какой-то такой цирк устроили. Слушайте, 4-й год войны шел, а у нас, оказывается, кроты в НАБУ. Как бы вы ответили на этот вопрос, Алексей Николаевич? Я думаю, там совпало. Я думаю, там реальные кроты в НАБУ, но офис с удовольствием воспользовался тем, чтобы разгромить НАБУ. Как реальным поводом, чтобы реально разгромить НАБУ. Вот это то, что происходит. То есть СБУ себе берет, контрразведка себе берет вполне реальных шпионов, а под это дело, давайте уже и другие СБУшники, и другие ДБРовцы решают свои задачи. И все как-то призабыли о том, что уголовные дела НАБУ открывает, о Чернышове, который под залогом ходит, и уже не министр, об окружении, менеджерах. Кто-то же не забыл. НАБУ же, то, что называется, выявилось неэффективным, как и вся эта антикоррупционная структура. Более того, по формальным признакам это структура внешнего управления Украины. С одной стороны, каждый честный украинец этому радовался, потому что Украина своими оригинальными структурами управляется так, что честных украинцев становится все меньше и меньше с каждым днем, и вообще украинцев. И хоть кто-то присматривал. С другой стороны, она присматривала неэффективно. Потому что структура, хотя и внешнего управления, но набрана из украинцев. И пошло-поехало порешать, возбудить, порешать и так далее, и так далее. Количество скандалов известно, мы перечислять их не будем. Но то, что антикоррупционная вот эта вся спильнота коррумпировалась в кратчайшие и редчайшие исторические сроки, неудивительно. Поэтому... что я могу сказать? Оно и понятно все. Я думаю, что с ним надо покончить. Вот честно. Это тот редкий случай, когда офис хочет с ними покончить. Но я думаю, что нужно покончить с неэффективными структурами. И здесь стоит моральная дилемма. С одной стороны, все силовые структуры действующие, ДБР, СБУ, он подчиняется офису и будет делать то, что он говорит. С другой стороны, за ними должна была присматривать НАБУ, САП и прочие эти самые, но они скурвились и стали такими же, если не хуже, хотя и не напрямую подчиняющиеся офису, но очень быстро с ним договаривающиеся, решающие вопросы. Вопрос. А где же взять инстанцию, которая реально бы за всеми следила и хоть как-то какой-то контроль осуществляла? Ответ. Нигде. Украинцы так боролись отчаянно за свободу, что в результате проиграли сами себе, остались без свободы. Вообще. Смотрите, у нас беспредел офиса ничем не ограничен. Вот уже нет никакой инстанции, когда он и так шел к этому авторитаризму, благодаря большинству, которое он получил в парламенте и так далее. Когда наступила война, довольно в короткие сроки, эта власть стала тотальной. Тотальная, это коррупционная диктатура. Очень большая надежда была на вот это отводное плечо в виде антикоррупционных органов надзора за Украиной. Хотя это позор, это такой махровый колониализм, но хоть как-то, хоть белые господа присматривали.
А белые господа сами оказались пластилиновыми. Что байденовские демократические белые господа, что трамповские белые господа, у которых огромное количество коррупционных материалов на всю украинскую верхушку, и которые они не реализуют, потому что геополитика. Вот и все. Поэтому малохольно и те, и ну, есть надежда, конечно, что Господь Бог присматривает. Как это, Бог не Тимошка, видит немножко. Но тут уже приходится жить по принципу в мире на свете справедливости нет, но есть высшая справедливость. Приходится ждать высшую справедливость, а иногда ее приходится ждать годами и десятилетиями. Ну Поэтому и, утешительного конечно, мне... Да, да. некоторые не доживут Да, до справедливости. утешительного мне сказать украинцам нечего. Доборолись до края. Да. Два варианта развития событий сейчас просматривается. Вариант первый – это, ну, в общем, как бы разгромлено, или там обломки вот этого НАБУ, да, САП, ВАКС. Там, говорят, съездил в Британию руководитель, как бы вот непонятно, вернулся, не вернулся. Вообще сейчас, конечно, все поехали в Британию. Сейчас такие фэшн-медиа, не знаю, селебритис, среди которых там комбаты, их жены, это ж бой Усика был, да, и все туда полетели, и все там в Британии. Вот прям просто класс, там, если так рассматривать, кто там был, кто туда ездил. Ну, в общем, суть в чем? Два варианта события, как будут развиваться. Обломки вот этих, ну, или там серьезный удар, пропустив по антикоррупционной системе, антикоррупционная система начнет выплескивать компромат, и сейчас будет очень серьезно шатать лодку. Вариант второй, все ляжет под офис, и у нас будет страна Ермака, президент, который Зеленский, потому что, ну, вот потому что страна вся под Ермаком. Какой вариант предпочтительнее или, ну, как Смотрите, вероятнее? давайте развеем иллюзию. Страна не под Ермаком, страна под Зеленским. Уж поверьте мне. Я знаю на 101%. Есть места, куда Зеленский Ермака близко не подпускает. Просто это удобно очень схема, что Ермак во всем виноват, как бы, да, а Зеленский не этот самый. И хотя Ермак виноват в очень многом, но, поверьте, окончательно бесповоротное решение принимает Зеленский. Раз. НАБУ была скоррумпирована и была в очень хороших отношениях с офисом за пару лет до войны еще. Поверьте мне. Вот, поэтому там в ходе войны ее скушали просто как, ну, как на завтрак, как желе. Третье, ничего, никаким компроматом оно не разразится, разве что договорниковым там немножко скинуть на кого-то, чтобы перетереть, там где-то деньгами обменяться, передоговориться и так далее, потому что для того, чтобы оно разразилось компроматом, им надо, чтобы очень серьезная подписка дала очень серьезную команду. Это делать, а кто в данном случае? Американцы. А американцы дадут. Если они свой материал не реализуют, то что им реализовывать через там НАБУ? Опять же, как им прикрывать и защищать НАБУ, когда начнутся дальнейшие действия и, возможно, не вполне следствие. Вот. Поэтому нет, нет, увы и ах. Получается, путь диктатуры неизбежен для Украины. Да, это так уже неизбежно. Он уже существует уже годика 3, наверное, не меньше, уже выраженная диктатура коррупционная, дальше некуда. Поэтому что значит неизбежен? Он Нет, уже я давно имею в виду, чувствуешь. что надежды никакой нет. Ни на что, ни на какой... Надежда только на окончание войны, но и это ничего не гарантирует, это только дает шанс, потому что после окончания войны на ресентименте может прийти диктатура откровенная, еще более страшная, которая вообще уже не рядится в демократию, в демократические одежды. Все, надо было бороться за свободу, чтобы получить это в конце. А это даже не конец, это срединка. Так как же срединка? Вот уже, все совсем скоро, Нет, это смотрите. срединка длинного сюжета когда-нибудь, там, спустя какое-то время, году в 35-м, мы оглянемся и скажем, вот так оно было. Но пока еще долго, еще 10 лет. С Зеленским. С Зеленским, либо последователями Зеленского. Видите ли, то, что уйдет Зеленский когда-нибудь, он может даже уйти там, в 26-м году, каком-нибудь 27-м, 28-м, это же не значит, что придут демократы. Люди, которые заботятся о правах человека, обо всем остальном, придут красно-коричневые, скорее всего, еще в 100 раз хуже Зеленского, то есть окончательно свихнутые, да, этот-то еще как-то там что-то на последующих демократии едет. Те будут откровенные фашисты, красно-коричневые, вообще без всяких этих, пардон, националист, национально ориентованная спільнота. Фашисты, простыми словами. Поэтому они сейчас тоже фактически, практически особо не скрываясь, да, там
Другое дело, что это долго не просуществует, но украинцев я могу поздравить, да, будет оно ярко. Даже эти 1,5 годика, которые они побудут у власти, с очень высокой вероятностью. Ну, смотрите, вот мы говорим, это невозможно, Запад не поддержит, я сам это говорил. Я сейчас смотрю, кого в Сирии Запад поддерживает. Ну, почему в Украине такого же не поддержать? Да, от желаний, конечно. Ну, Там вскрылись пожалуйста. новые подробности вот Да, этой, пожалуйста. вот этой операции, да, ну, на территории друзов, да, там переодеваются в форму, М, поймали кого-то пленного, он рассказал, как этих боевиков переодели правительственные специально. В общем, там, конечно, ужас и кошмар м. происходит под чужим флагом. В общем, джихад продолжается, несмотря на костюм главного, так сказать, лидера. Но вернемся к политике. А почему вы именно красно-коричневый путь предрекаете Украине? Вот Это смотрите, же как... Да. я уточню. Многие проводят и справедливо проводят параллели, ну вот, например, с ну вот началом прошлого века. Ну вот это петлюровцы, да, там Скоропадские, вот это все там. Как бы этот весь движ, который описан в том числе у Булгакова, многие справедливо проводят. Но ведь по большому-то счету, и правда, это все длилось не так-то долго. Ну, просто что в истории это там нам сейчас рассказывают, что это неимоверный какой-то путь к нашему Эй. суверенитету. Ну, быстро же с этим закончилось. И к фашизму не привело. А почему сейчас приведет? Да не успели просто. Еще годика два и пришло бы красное, потому что они леваки. Коричневые, потому что они националисты. Национал-леваки – это красно-коричневые, как раз такие, вот такого классического типа. Поэтому это будет такая жуткая смесь левачества с этим самым. Ну, в общем, национал-социализм. Все очень просто. У нас уже было такое в истории. Будет социал-национализм ну, или национал-социализм. Как говорил один мой приятель, как табуретку не выбивай, и все равно национал-социализм получается. Понимаете? Выбивай ее так или выбивай ее это. Это неизбежный путь. Он будет достаточно долгим, потому что тогда в Украину не вливали в таком количестве иностранную помощь, как вливают сейчас. Украина же существует только потому, что сегодня что идет огромный поток иностранной помощи. Сама она несостоятельна ни экономически, ни демографически, ни в каком другом варианте. Ни социально, ни управленчески, ни прочее. Вот. Поэтому, ну, смотрите, Южный Вьетнам-то сколько лет сопротивлялся? Даже после быстрого сокращения американского присутствия, участия в войне, помощи, еще достаточно долго трепахался. То же самое будет и здесь. Ну, и опять же, Россия не в лучшей форме. Чай не Ленин руководит, правильно, и не прочие талантливые люди. Второе. Война изменила свой характер очень сильно. Но она сейчас примерно в таком позиционном, условном напряжении, как в Первую мировую. Когда на 80 метров пройти, это там надо 2 месяца и тысячи жизней. Вот. А тогда это была эпоха очень маневренной войны. Гражданская война – это эпоха маневренной войны. Все очень было очень быстро, очень мало войск, быстрое вклинение, быстро захватывались города, быстро терялись. Сам факт наличия батьки Махно и успеха его тактики и стратегии показывает, что это была за война. Сейчас это невозможно. Быстрые маневры и рейды. Поэтому медленно идет перемалывание. Это занимает время. Тем временем в Украине как бы нарастают красно-коричневые тенденции. Очень жаль украинцев, которые попали во все это и не могут, и не знают, куда деваться. Ну, некоторые знают, некоторые ездят на бой к Кусику. Спокойно выехал, спокойно въехал. Снова герой. Все хорошо. Зачем ввели санкцию против Латыниной? Да то, чтобы обрезать мои эфиры с ней ваши для просмотра в Украине. Ну, это же не поможет. Нас как смотрели, так и смотрят. И ее как смотрели, так и будут смотреть. Поэтому люди вот не могут сделать шаг назад и посмотреть, как это со стороны смотрится. Набор гномиков, который называется РНБО, сидит, значит, там в круглой комнатке и, значит, обосновывают сами себе. Это же обоснование надо написать, почему Латынину, там, Шелеста, Арестовича надо ввести санкции. И страшному Балашову.
ужасный Балашов, сплошной набор преступлений в сфере национальной безопасности против Украины. А сводится этот набор преступлений к тому, что они неодобрительно отзываются о Солнцелик, самом главном коротышке. Вот и все. Причем так интересно, что самый страшный Балашов после Ага. санкций на меня, потом на вас, разразился, наверное, хотел избежать этой участи, разразился критикой, так как раз в наш с вами адрес. А вот видите, как карма неожиданно настигла. Ну, дурачком всегда был, дурачком и остался. Но проблема в том, что какой бы он ни был дурачок, санкции что незаконные. Да. Смотрите, и сколько ни лежи, ты никуда не денешься. Дело в том, что перед тем, как ввели мне и вам, ввели Порошенко санкции. Уж так как с заглотом это делает Порошенко, насколько он патриотичнее самых страшных офисных патриотов, прикормленных, да, это невозможно просто себе представить. Но смотрите, санкции на него наложили точно такие же. Вот мы с вами говорим, мы продались в Москве и говорим всякую гадость про московскую. Он говорит только патриотические вещи, но против него санкции ввели раньше, чем против нас. Поэтому эти санкции не имеют никакого отношения к тому, что там против Украины говорит человек, там, или работает он или не работает на Москву. Это инструмент расправы с политической оппозицией. Заметьте, ровно эту оценку была дана в большой разгромной статье спектактора британского по поводу Зеленского. О том, что и еще было несколько заявлений, что Зеленский уничтожил политическую оппозицию, используя внесудебные методы расправы, единоличное правление. Это оценки, которые уже пошли на этой неделе в западной прессе. Они соответствуют действительности. Вот и все. Херш. Что это за вброс о том, что силой уберут Зеленского и поставят Залужного? Это, ну, как один из вариантов, конечно, который дискутируется в воздухе, висит, и все это знают. И дискутируется он больше всего в самой Украине. Это то, что Зеленского рано или поздно берут силой, потому что он ни тушкой, ни чучелом съезжать не хочет. Ну, как силой? Там у вертолета какая-то деталь открутится, на котором он летит. Куда-нибудь фронт посещать, там мало ли еще что-нибудь. Тысячи вариантов есть. Кондиционер взорвется, в конце концов. Вот. Ну и что тогда? Придет Залужный, значит, резко приобретут значение военные, у которых одна извилина – это от фуражки, и которые на этой войне научились преимущественно зарабатывать за счет угнетения собственных граждан. Им нужно будет решать специфические, и которые почувствовали себя богами. Придется решать целый спектр специфических задач. Например, зарплату учителям, пенсии пенсионерам. А где их брать? Они начнут делать то, что они умеют делать. Они начнут ломать и ехать, потому что армия – это бульдозер. Он может только ехать. Танк, он умеет ехать и стрелять, давить и стрелять. Ничего позитивного он делать не умеет. И все. Они будут делать то же самое по отношению к своим гражданам. Плюс они все будут военные, проигравшие войны. Проигравшие войну, а значит, все на ресентименте, соберемся, отомстим и так далее. Поэтому ужас, который будет, когда придет к власти военные, вы себе даже не представляете. Ну, вот слабое подобие вот ТЦК. ТЦК имеет немножко власти над вами. Вам сильно нравится? Поэтому, когда украинцы кличут к власти военных, они просто, ну, мне их становится особенно жаль. Мне их жаль сейчас, но то, что они себе накликивают на голову, они даже себе не представляют. Это я им как военный говорю. Военным нельзя давать власть. Никак категорически, ни при каких обстоятельствах. Военных надо... Это как леопард. Его надо научить, накормить, надрочить, извините, за это, я на военный язык перешел, заточить ему клыки, посадить на цепь, когда надо фас, когда надо дергать обратно. И трижды ему придавливать хвост в сутки, чтобы дисциплинарный рефлекс срабатывал, и дурные мысли в голову не лезли. Ни в коем случае военных. Это катастрофа будет для Украины. Кончится Украина семимильными шагами. Она и так кончится, так как она делает все. Разве что чудо Господне мешается. Но с военными она закончится очень быстро. А может, наоборот, лучше отмучается сразу, да и все. Ну, Алексей Николаевич, есть четкое впечатление, что военные как раз-таки Зеленского не любят, и как раз-таки при замене условного, ну, на кого-то другого, могут гражданского не поддержать и военный переворот учинить. Поэтому Ну, лучше уж ну военных. какая разница, как они придут к власти, устранив Зеленского, либо учинив военный переворот против гражданского, который придет после Зеленского. Никакой разницы, результат-то будет один и тот же. Им надо будет решить задачу. Первая задача – это экономика.
Второе – это мотивация общества. Как они будут решать? Экономика они будут делять, тащить, как это, делить и отнимать и делить, а общество будут ставить в строй, заставлять ходить по струнке, потому что они ничего другого не умеют. Они будут делать. Вы что от них ждете? Гуманитарных решений в гуманитарной сфере, выполнение 10 статьи Конституции, защиту церковных организаций, восстановление справедливости социальной. Вы всерьез ждете от военных? Ну, на ТЦК посмотрите. Там все про социальную справедливость. Алексей Николаевич, вопрос возникает, но у военных есть больше шансов договориться с Путиным, чем у этих, которые сейчас. О чем? Об окончании войны. О сокращении армии украинской? О демилитаризации? Нет у них никакой. Военные были более-менее вменяемые в апреле 22 года. Сейчас в армии возобладали ну, вот у тех, которые живут с войны, возобладали тенденции. Мы сейчас как ого-го. 4 области не отдавать, воевать, перевоевать. Ресентимента воевали мы плохо, потому что офис плохой и плохо управлял. Что, кстати, правда. Но не только же офис, еще же военные воюют, правильно? В принципе, общество едет не сильно туда. Поэтому я очень сомневаюсь, что появится военный с большим авторитетом в армии среди ветеранов, который договорится с Путиным. Какого бы военного ни поставить, он будет тотально зависеть от своей корпорации. В корпорации настроение известно. Они вечно воюют, довоевывают свои недовоеванные войны. Поэтому вы молитесь, чтобы военные к власти не пришли. Даже Зеленский при всем его вот этом криворужской школе геополитики и внутренней политики, это по сравнению с военными, это благо. Военные это все. Ну, тушите свет. Стамбул, говорят, в конце недели будет. Умеров остался. Главой делегации. Причем я заметил такую странную историю. Мало кто ее вообще заметил. Значит, всю прошлую неделю, в начале недели мы слышали заявления от россиян. Говорят, как это, женщины, уймите свою мать, давайте уже прижмите, елки-палки, на Украину, придавите. Ну хотя бы просто в сторону, там, гляньте на нее. Пускай едет на переговоры в Стамбул. Песков, Захарова, то есть это шло оттуда. Потом чехарда у Зеленского, смена Кабмина, вот эта перестановка кроватей. И тут Зеленский вдруг выходит сам с инициативой. Мы предложили россиянам третий раунд Стамбула. Сегодня он детализирует это предложение, говорит, что этот раунд будет нацелен на встречу лидеров, подготовку встречи лидеров. В Москве тоже готовятся, все готовятся к Стамбулу. Так что это будет за Стамбул? Что это за третий раунд и о чем он? Никакой договорятся в обмене пленных хотел, скорее всего. Ни больше, ни меньше. Не будет ничего, потому что, давайте процитируем Павла Щелинова, я не смогу сказать. По сути, если бы я говорил сам, пришлось бы цитировать его же слова, давай поэтому сошлемся прямо. Война может прекратиться только по двум причинам. Победа одной из сторон, это до этого далеко, истощение обеих сторон, до этого далеко, или совпадение минимальных переговорных позиций. Они в случае Украины и России находятся на максимально противоположных полюсах. Поэтому война не прекратится. Более того, в вооруженных силах Российской Федерации произошел недавно, позавчера, каскад на днях. Каскад смены руководителей в звене командующей дивизии, командующей видом родом войск. Это означает, что они по результатам итогового периода отчетного они сделали выводы, поставили новых командующих, изучив их персонально и кадрово. Какое-то время пойдет на смену дела и должных, но смена командующих всегда означает только одно – реализация новой программы, нового плана. Поэтому в начале августа где-то надо ждать ярких событий. Покатит каточек. Далеко? Не, будет все то же самое. Россия в этом смысле абсолютно предсказуема, в хорошем смысле. Да и уже не те времена, как в 1944 году, когда немцы гадали, где же будет наступление, и промахнулись. Оно было не в Украине, а не по территории Украины, а в операции Багратион. Сейчас все известно заранее. И россияне вообще очень четко идут в рамках политической рамки конфликта. Донецкая, Луганская, 4 области и Крым. Все. Четко это выполняют. Плюс буферная зона Харьковская и Сумская. Поэтому новое направление вряд ли они откроют.
Они просто будут активно реализовывать планы, накопившиеся ресурсы в тех же старых направлениях. Ну, кружат Покровск, скорее всего, попытаются, и выйдут на Славянск-Краматорск. Ну, это тоже план. Выйдут, не выйдут, планируют выйти на план. Плюс Купинск. Купинское направление их очень интересует. Вот. Вот это будет. Как было, так и есть. Ну, Запорожье, возможно, да. 58-й армии поменяли командующих, там замов, а она на запорожском направлении. В Покровске уже ДРГ в городе. Буквально перед нашим эфиром сообщили. Нет, там все А, как бы вопросы. Они начали сосредотачивать усилия. Покров с севера же окружают, обходят, да. И еще на юге там прорыв в сторону Днепропетровской области, в районе Новопавловки и так далее. Там все печально. Там тактический успех россиян превратился в оперативно-тактический. И грозит, как это, стать широким оперативно-тактическим успехом. Там оборона сыпется. Наша. В общем, неожиданным каким-то образом так получилось, что сообщили, что несколько заходов ДРГ прям в город, и опубликовано видео, сегодня оно там разошлось, о том, что, в общем, едут наши военные, украинские военные в машине, а их обстреливают. И они, конечно, в шоке, кого-то ранило, то есть фактически в самом городе бои, и вот видите, ДРГ. Это могло быть паникой ДРГ, скорее, да, причинено, когда все начинают палить во все стороны, да. Могла быть и какая-то ДРГ, почему нет? Ну, вопрос, Покровск, видите, в окружение попадает, там очень четко видно. Это вопрос там каких-то недель. Вот. Вопрос, как будут организованы бои за Покровск, скорее. Ну Все да. наше доблестное безголовое командование опять загонит туда войска обороняться в самом городе, то это будет очередная фортеция Бахмут, в очередной раз похоронят какое-то количество войск. Потому что россияне уже, наверное, 15-й город берут по одной и той же схеме. А нашему командованию никак в голову прийти не могут, что не надо обороняться в городах, а надо что? Держать фланги. В том числе срезать их контратаками, но это отдельная история. Потом можем как-то поговорить. Алексей Николаевич, пока вот глядим на карту, что за новое направление в Харькове? Это раздергивание войск сил обороны для того, чтобы Купинск Ну, зайти? это же стандарт. 10 в Академии Фрунзе только что вот сказали про это. 10 сталинских ударов. Большие клещи, малые клещи. В любой непонятной ситуации дави с фронта и делай, бей с флангов. Они постоянно применяют это, и это постоянно работает. С завидным упорством это работает, и с завидным упорством, достойным звания 3 героев Украины, наши генералы делают одно и то же, попадаются на одну и ту же схему 4-й год. В военной истории много загадок. Например, до сих пор неизвестно, сколько было американских самолетов на авианосце, как он там называется, при битве при Мидуэе расходятся. Причем очевидцы, сами летчики и сами там операторы полетов дают разные цифры. Казалось бы, это же конечная цифра количества самолетов на авианосце, но тем не менее расходятся. Это лишний раз показывает, какой напряженная бывает реальность, какой вероятностный характер она имеет и как сложно трактовать разные вещи. Так вот, но среди самых главных загадок военной истории, вот я ее неплохо знаю, это будет вопрос, который еще через 2000 лет будет военных историков беспокоить. Как вот украинское командование умудряется по одной и той же схеме 4-й год терять города. Ну и терять районы, участки местности, районы обороны. По одной и той же схеме. Ни малейшие попытки осмыслить и как-то, по крайней мере, мы не видим. Может, они там осмысляют и как-то противодействуют. Ничего вообще. Это талант, это истинные полководцы. Суньцзы, Наполеон, Александр Македонский, Суворов, все переворачиваются в гробу Манштейн. Они пытаются разгадать этот коварный замысел. Может, мы заманиваем их. Я не знаю, что происходит, как это еще объяснить. Есть такая старая пословица, когда третий муж бьет по морде, виноват не муж, а морда. Когда у вас 15-й город берут по одной и той же схеме, там 17-й район обороны, подумайте, может, это что-то как-то не зеркало, а на морду надо попенять немножко. Переполошились все вчера. Пожар, Мгм. позавчера, пожар возле Запорожской атомной электростанции. Ну и там расходятся мнения. Одни говорят, что ВСУ ударили куда-то в лес, попали, лес загорелся. Другие говорят, да никто никуда не бил, это просто, ну там, пожары,
жарко, в общем, так Мгм. загорелось что-то. Ну, Не, горело ну, знатно. даже если будут бить по атомной станции, ее же очень непросто разрушить или причинить ей существенный вред. Напоминаю, весь 22 год по ней били всеми возможными способами. И как-то и ничего. Прям всеми способами били. Ну, как беспилотниками били, авиацией били, там, что там еще били, ракетами били по ней, там, Химарс. Ну, ничего, жива-здорова. Десанты храбрые высаживали туда, в Десанты район. были, да. Да, да, ну, там же стреляла артиллерия, самолеты летели. Что там, дроны летели, подстанции нарушали. И атомную станцию очень непросто поломать. И причинить ей существенный вред. Можно особо не бояться. Вернемся к такой геополитической, наверное, самой интересной как бы ситуации. Значит, выходит Грэм и говорит, что Трамп надерет задницу Путину. Ох, как воодушевил всех. Ох, как ничего себе, стопроцентные санкции и против Китая, и против Индии. Индия говорит, ой, слушайте, ну будем, конечно, искать замену российской нефти. А в Москве очень спокойно реагируют на это все, на эту, как бы, на эту всю браваду. Ну и Трамп как бы так помалкивает, дал свои 50 дней, ну и, собственно, по этому поводу вроде как высказался. Так откуда такие ожидания у Грэма? И что это за история с тем, Грэм, что надерут задницу Грэм Путину? качает свою избирательную кампанию в тот самый, какую-то наверняка внутрикомитетскую борьбу в американском парламенте. Там все понятно. Он хочет заместить собой Маккейна. В принципе, да. Маккейн был сначала в этой позиции, сейчас Грэм хочет быть. Я у Грэма, кстати, был в кабинете, у меня фотки есть. Это он забавный дедушка. Вот, что касается что касается Трампа и всего остального, смотрите, ЕС ввел 18-й уничтожающий пакет санкций. Людям не приходит в голову, но мы попытаемся обратить их внимание, что 18-й пакет – это само по себе очень смешно. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. В 60-е годы, а 70-е было 101-е китайское предупреждение смертельное. Сейчас он 18-й пакет санкций. Да, вот. Мне это напоминает старую КВНовскую шутку времен СССР. Там выходит молодой человек, загорелый очень, и говорит, ну, там подводка такая, что выступает посол некой республики Горивас в Советском Союзе. И он говорит, за последние 16 революций, которые произошли в Горивасе за 2 недели, ничего существенного в советско-горивасских отношениях не изменилось. Особенно запомнились 5-я, 7-я и 11-я революция, сопровождавшиеся праздничными фейерверками и карнавалами. Вот так это пакеты санкций, все эти заградительные. Давайте посмотрим динамики. В динамике получается неприятная вещь. Любое движение глобального Запада в сторону России и глобального Юга вызывает консолидацию глобального Юга. Можно спорить о качестве этой консолидации, насколько эффективен ШОС, БРИКС и так далее, и так далее. Рассказывать, что они там не помирились, не так далее. Но тенденция понятна. Тенденция понятна, и она заканчивается саммитом в Казани и заканчивается Си Цзиньпинем на Мавзолее. 3 сентября встреча Си Цзиньпиня и Путина вроде как. Путин едет уже к Пекину. Совместными декларациями заканчивается и так далее. И почему-то не спешат нарушаться их отношения глобального юга и глобального этого самого. Теперь представим, что США внезапно действительно собралось и ввело против Индии и Китая, читайте, глобального юга, жуткие, страшные, реально калечащие санкции. Как вы думаете, какой ответ будет Китая и Индии и России на это все? Тем или Ну, иным путем они пойдут Ки- к большей консолидации и больше Китай будут... уже говорит, Европа, ты там не туда вскочила. Ты куда? Какие санкции против нас? 18-й пакет подразумевает тоже часть Да, да, компании да. Да, да, китайских. да. Они будут принимать свои меры. Мы не знаем эффективности первых мер и вторых мер. Как бы западных против юга, южных против запада. Ну, во-первых, никто не будет сдаваться, а меры будут приниматься. Мы имеем наглядный пример. Это тарифная война, которую затеял Трамп. Правильно? Трамп затеял тарифную войну, и выяснилось, что прогнулась Колумбия, еще кто-то, остальные не прогнулись, и благополучно Трамп утерся. Во-вторых, сейчас идет тарифная война между ЕС и США. 30%, там, то есть до 1 августа они пытаются разобраться. Как представь себе, что Штаты и ЕС не договорятся? Куда деваться бедному ЕС, если не к Штатам? Они пойдут в Индию и в Китай, будут там искать. Поэтому, или в Африку, а там тоже Китай.
Поэтому мне почему-то кажется, что в этой глобальной гонке глобальный юг может получить ряд ударов при определенном, существенных ударов, при определенном решительности Запада ряд очень сильных ударов. Но в итоге выиграет глобальный юг. И все эти санкции послужат одному его консолидации, реформированию с ошибками, неудачно, долго растянуто, но тем не менее. А теперь представим, что решит отыграться Китай с Россией на том поле боя, которое уже организовано. На У начинается, на На заканчивается. И начнут помогать российской армии вооружением, военной техникой непосредственно. Сильно будете радоваться санкциям, друзья мои? Да, будут санкции, китайцы будут страдать. Будут страдать Российская Федерация, Индия немножко пострадает. Да, вот. Но зато волна беспилотников пойдет в российскую армию. Еще больше снарядов. Возможно, корейцы приедут в нужное направление в количестве 1040-45 и так далее. Кто за это все заплатит? За эти игры? За все эти страшные санкции, калечащие, даже если они будут калечащие. Но я очень сильно сомневаюсь, что они смогут ввести санкции, которые будут настолько серьезными, что потребуют глобального пересмотра политики отношений между Россией и Китаем. Хотя не исключено. Декларацию 9 мая мы уже видели совместно российско-китайскую. Посмотрим декларацию от 3 сентября, что в ней изменится. Но за это время, за эти 4 месяца, за 3 считайте. Но, по большому счету, Запад не находится в форме, чтобы что-то там всерьез искалечить. А вот глобальный юг как раз находится на подъеме и жаждет поквитаться. Так что я ставлю на глобальный юг в этой истории, нежели на глобальный запад. Глобальный запад между собой никак не может. Да, поэтому все эти пакеты с пакетами, это все Алексей калечащее. Николаевич, а что случилось с Алиевым? С Гордоном фотографиются, шевроны принимают, заявления резкие делают. А с Алиевым все очень просто. Он просто сейчас в фазе резко антироссийской находится. Ну и, соответственно, выбираются чувствительные точки, которые могут уколоть Россию в информационном пространстве. В протокольно-этикетном, да, символическом пространстве. Ну вот и все. Все очень понятно. Он требует от России компенсации за самолет, он требует уважения там, он требует не противодействовать армяно-азербайджанскому договору. Будущему Россия сопротивляется, работает по азербайджанцам в России, унижает, не желая выполнить законные требования Азербайджана. Соответственно, в символическом пространстве, символически унижает, в символическом пространстве наносятся такие же удары в ответ. Это война. Такая себе холодная война в символическом пространстве, и в содержательном тоже. Ну, как бы меры выбираются по степени необходимости. Это не принципиальная смена позиции. До принципиальной смены позиции еще далеко. Мы видели подобные войны между Турцией и Россией после сбитого F-16. Например, боже, что там было и туристы, и апельсины, и мандарины, и все на свете. Потом помирились, и благополучно Турция там стала одним из главных ворот по преодолению санкций. Тех же самых и ограничений по экспорту и импорту. Все еще 100 раз еще может перемениться, если себя пользоваться. Просто у Ну, нас это восприняли, знаете, как Гордон говорит, мой второй дом Азербайджан, все это такие делают фиолетовый ку. луч. Да, фиолетовый луч. Ну, Гордон-то понятно, там вообще не о чем говорить. Но с Алиевым понятно, что да, война в символическом пространстве. Временно, пока сейчас так. Как они далеко зайдут, этот Туран вместе, Турция, Азербайджан, все остальные, Пакистан, посмотрим, неизвестно. В деле противостояния матушки России. Но матушке России Великий Туран большая проблема. Большая проблема. Будущее. И настоящее, и будущее. 21 век, и его вторая половина будет веком противостояния России и Турана в том числе. Ну, собственно говоря, если уходить в символическое пространство, то в России 3 врага. У исторической России символические. Это те же самые, что были в Византии. Западные крестоносцы, хазары и эти самые, и мусульманский мир. В данном случае турецкий. Тюркский, хотя не все они мусульмане, но тюркский. И это неизбежно в силу географии и столкновения символических и реальных геополитических плит. Поэтому да, так и придется.
Будут так дальше тупить, еще каких-нибудь врагов приобретут. Вот. Россия, мягко говоря, не в форме. Все там очень сложно у них. И печально в значительной степени. И что-то не похоже, чтобы они быстро выбирались в нужную кондицию. Эта война заставила их развернуться и идти, ну, в нужном направлении, в нужном смысле не нам с вами нужном, а в нужном смысле нужно каждому народу в истории. Кто я, где я, в каких отношениях, зачем это все, задаваться правильными вопросами. Но они делают это очень медленно. Не знаю, успеют ли до столкновения там, со всеми этими туранами, там, Западом настоящим и так далее. Интересно, посмотрим. Украинцы задаются вопросами, и правильными ли? Сегодня представляете, какое послабление. Первое заседание СНБО, Умеров секретарь. Выходит Зеленский. Ну, во-первых, вот уже во время нашего эфира пришла дата, 23 число. Объявил Зеленский, что будет Стамбул, третий раунд, и будут обсуждать встречу лидеров. Ну, Путина и Зеленского. А во-вторых, представляете, как хорошо. Ну, это как вот какой-то праздник, да, у режима. Там амнистию вводят какую-то. А тут праздник сделали, и все, запретили проверки бизнеса, представляете? Запретили проверки бизнеса, и сегодня по учителям школьным разошлось, вчера еще, да, месседж о том, что звоните родителям, обзванивайте, пишите, возвращайте детей любой ценой в Украину. Говорите, что не будет дистанционного этого самого. Это кормовая база сокращается. Это вот холопы показачились и разбежались на Западный Дон. С Дона выдачи нет, теперь их надо всех возвращать как-то, да? С барщиной публика убежала в Сечь Европейскую. Как же так? Надо возвращаться. Поэтому это, скорее всего, веяние Свириденко, ее, как нового премьера, ее новые планы. Всех детей вернуть, как бы, да, там, бизнес не проверять и так далее, и так далее. Это не поможет. Сколько, смотрите, в Украине система отношений 17 века, паны, підпанки и те самые, и крепаки. И сколько ни сахара и крепакам, они же не перестанут быть крепаками, а паны не перестанут быть панами. Паны все сидят в офисе президента, вокруг него. Вот остальные подпанка, ну, либо крепаки. Сколько ни заглаживай, суть системы не меняется, там ее же надо в основе своей менять. Вот и все. И она мультиплицируется и зеркалится, и фракталится в каждой сфере. В армии, там, в медицине, в обороне, где угодно и так далее. Поэтому этот офис... Ну, вы посмотрите, в Украине явление происходит, которому нет аналогов в политике. Я не знаю, 20 века я точно не нахожу. Может, кто-то подскажет, там, или после 91 года. У нас премьер-министр согласился быть министром обороны. Такой дауншифтинг, да? А секретарь Совета Безопасности Литвиненко, бывший глава СВР, согласился быть кем, когда тут Умерова поставили замом. Где он вообще? Про него же не сказали, куда делся предыдущий секретарь национальной безопасности и обороны. Спокойно ушел дауншифтинг, не возвращаясь. Вот людям плюют в лицо фактически. Одному и второму. Они, как ни в чем не бывало, вытираются и продолжают выполнять обязанности. Это вообще что? Залужный, да, согласился на посла в Лондоне, будучи главнокомандующим, тоже поехал. Это вообще что? Это про что? Это как? Это про гидность? А из этого следует несколько простых истин. Первая, скамейка запасных очень маленькая, никто с ними не хочет иметь дело. Она исчезающая мала, да, возятся и тасуются одни и те же кадры. Вот. А второе, это тот самый, это как бы, ну, публика настолько понимает свою обреченность и полное ничтожество вне системы, что согласны там идти на дауншифтинг внутри системы, лишь бы не потерять место, как бы, да, вот с неясными перспективами, хочет пользоваться привилегиями. Поэтому, ну, это все очень, очень все печально. В общественном пространстве как это отразится? Что будет с обществом, если мы Да никак. разделим это государство и это общество? Ничего, все то же самое. Общество в заложниках у государства, все будет только хуже. Нету ни одного повода становиться лучше. Если было хоть что-нибудь, я бы сразу сказал. Ничего. Сегодня такое умопомрачительное видео, конечно,
распространяли, когда женщина пожилая подошла к музыканту уличному, да, который играл на гитаре, и попросила спеть песню детства Юрия Шатунова. Мгм. Ну, у нее сын погиб на фронте, а там сразу там женщина начала. Это русская песня. Ну, музыкант сказал, ничего страшного. И, в общем, исполнил для нее. Она попросила. Мгм. У меня всегда вот двойственное ощущение складывается. Вот абсолютно двойственное. С одной стороны, все вроде бы как, да, ну, в общем, какое-то двуличие, да, оно срабатывает. Вот есть такое по-украински, да, вот поговорка «від людей». Да, вот чтоб від людей было вот так. Да, там мы вот казались такие украинскоязычные, там выходит мовный омбудсмен, говорит, давайте вообще уберем русский язык из Конституции, вот это вот все, вот это заявления такие. А вот когда касается каких-то личных вещей, там каких-то общений, мы вот такие все, знаете, как были, такие и остались. Что вот с народом происходит? Ведь, ну, подойти и спеть песню Юрия Шатунова, понимаете, ну, ничего в этом такого нет. Он вдруг мимикрирует под давлением. Ну, какие у него варианты? Тем более, что все постсоветские люди, они научились тянуть улыбку, шагая вдоль мавзолея со вскинутыми в приветствии вождям партийным салютом. Когда пришли эти колхозники, да, хуторские, и начали воспроизводить худшие практики Советского Союза, от которых, как они говорили, мы страдали, наши деды и батьки, вот, только таким с хуторским еще флером, публика начала делать то, что она умеет, приспосабливаться. Поэтому вовне оно демонстрирует одно, а для себя там она еще какая-то другая. Возникает два мысли, хорошо описанные в романе 1984 год. Вот. Поэтому как бы этих случаев миллиард. Поэтому и все такие, как мы с вами, диссиденты, знают, да, когда люди там публично тебя осуждают, потом лично пишут, ну ты ж пойми, я не могу иначе, потому что вот там, значит, родители, я, то все, пятое, десятое. Поэтому жаль людей. Людей давит каток, и делать им нечего, они зажаты. Зажаты между большой коррупционной диктатурой, наступающей с востока, и маленькой коррупционной диктатурой, которая зажирает их изнутри. Что спасет людей? Ведь, смотрите, не бывает так, чтобы не было выхода. Вот не бывает. Бывает. Бывает, и сейчас как раз тот самый случай. Ну, стоят вот эти условные квадратные метры. Так их же не спрашивают, они же не могут вынести свое суждение на этот счет. Не дают им. Единственная форма суждения, которую они могут выбрать, две, вернее, это восстание, бегство, три и выборы. И для второго, и для первого, и для третьего возможности крайне ограничены. Вот я вам процитирую Стругацких, можно? «Обитаемый остров». Такой очень интересный разговор Максима, который взорвал центр и думал что теперь все изменится, главный герой. Центр, из которого шла пропаганда. И резидента планеты Земля, который был членом правительства, и тайком медленно готовил спасение этой планеты. Вот. Ну и Максим ему говорит, ну и что дальше? Он говорит, дальше должна начаться революция. Странник спрашивает, чего это ради? Ну ведь центр-то разрушен, излучения больше нет. Говорит, ну и что? Ну теперь они сразу поймут, что их угнетают, что жизнь у них дрянная, что они поднимутся. Куда они поднимутся? Сказал странник. Кто поднимется? Неизвестные отцы живут и здравствуют. Гвардия целая и невредима, армия отмобилизована, в стране военное положение. На что вы рассчитывали? На что вы рассчитывали? А передвижные выключатели, вернее, излучатели. А то все пятое, десятое. Поэтому, да, вот все то же самое. Да. Так что никто никуда не поднимется. Ну, бьют же лопатами военкомов, палками, Ну, бусики сегодня в ТЦК. село не пустили и так далее. Ну, где может треснуть режим и посыпаться, это понятно. Это вот как раз на теме ТЦК, насильственная мобилизация. Это его самое слабое место.
Вот, потому что бизнес никуда не поднимется, они там спешат верноподданнические чувства излагать тем, кто их грабит. Военных все устраивает пока не, ну, по крайней мере, модных, тактикульных военных устраивает все, пока они в полупидпанках, в підпанках находятся в статусе, по сравнению с черными бригадами, которые там по окопам сидят. Вот. У нас же привилегированные появились подпанки, и в армии хватает и так далее. Поэтому, ну, как бы, ну, пока ничего, устойчивая пирамида, как в средние века. Нету никаких предпосылок. Ну, чудеса возможно еще, но чудо же невозможно спланировать, поэтому мы ничего не можем сказать всерьез на эту тему. Ну, выхода нет. Все, варятся в кастрюльке все это теперь. Есть выход, что военное поражение, там Путин побеждает, да, но опять же, какие формы оно приобретет и к чему приведет на неоккупированной территории, а что будет на оккупированных, тоже вопрос большой для тех, кто там останется. Поэтому... Один аспект такой интересный, обратил я на него внимание сегодня. Ну, когда Мгм. вот этого агента Набу, да, вот это брали, Мгм. ну, вот это мордой в пол, вот это камеру в лицо, чтобы четко, вот это устрашение было, Да, устрашение. женщину в трусах и его на диван посадить, да, в собственной Да, квартире деньги, показать, да. деньги разложить вот Сразу, эти. сразу видно, что правовая держава, да. Людей снимать голышом, выставлять во всеуслышание. Ах, личики им закрыли, да, ну, такое дело. Вот, и в этот момент там, среди прочего, ну, там вот это семена конопли, там чего-то Дагестана, они там схемы были, еще что-то. Мгм. Кстати, есть версия, но опять-таки это версия, что нечто подобное должно было произойти с подопечными Буданова, ну, связанными с ГУР. Но там уже готовились, там уже конкретно, там, ну, у них же все-таки военная структура, она была не гражданские, ну, по большей части, там только спецназик, да и все. А там Мгм. готовились конкретно к этим облавам, поэтому посмотрели СБУшники, решили отложить, Буданова не трогать. Ну, вот эти, скажем так, его такие интересные точки, да. Ну, это как версия, это так только рассказывают. Нет, Никто... СБУ, если надо, возьмет и Буданова, но тем более, что у Буданова брал даже, у него, когда один из офицеров его спецподразделения где-то год назад совершил наемное убийство заказное, его взял обычный этот самый, производством занимался уголовный розыск, а взял его в казарме, причем в казарме полный спецназовца взял корт. Зашел и взял. Цех по производству сигарет, тоже будановский, тоже охраняемый спецназом, ГУР взял, по-моему, тоже корт или там кем БЭП обычным производством занимался, и кого нам попросил, по-моему, тот же корт тоже взяли. Причем цех был забит, охрана была с ног до головы вооружена. Это не проблема, они возьмут. Но такую команду может дать только офис. А, видимо, время не пришло еще. Ну, в общем, меня поразил другой момент. Мгм. Меня поразило то, что, смотрите, мать Ага. вот этого задержанного пенсию в ДНР получает. Ну и все Ага. как так возмутились, насупили бровки и как бы, ну, ох, ничего себе, сепаратюга такой-сякой. А у нас же привыкли не вдумываться ни во Ага. что. С 2014 года была нормальной практикой, когда, условно, с оккупированной территории люди ездили за пенсией в Ага. Украину. Прям целая инфраструктура под это была заточена, там можно было и карточки передавать, потом нельзя стало, потом с этим начали бороться, а потом вовсе. А сейчас получается, что вообще сам факт, ну, как бы пенсии, каких-то соцвыплат и каких-то отношений становится, ну, ты становишься уже как повод, чтобы тебя, ну, твоя мать, получающая пенсия от там ДНР, например, все, точно сепаратист. И Так, а вот, вы помните, да, извините. и вот получилось, что у нас уже мы прошли, вот мы сами не замечая, но давно прошли точку невозврата э, людей, которые на подконтрольной, не подконтрольной Киеву территории. Ага. Все. Прошли точку невозврата, их выпихнули, сказали, что они подонки, люди третьего сорта, как бы, да, и так далее. Поэтому тогда как бы Украина же с русскоязычными обращается, как Германия, Рейх обращается третий с евреями. А с теми, кто был на оккупированных территориях, она обращается как евреями среди евреев, как бы, да, еще в 2 раза хуже.
Ну, чисто нацизм, о чем можно говорить? Или почти нацизм, там не будем спорить о признаках, скорее символические, да, цену назначим. Но у меня в этой всей истории вспоминается пенсия с Даниловым. Помните, был секретарь национальной безопасности и обороны такой, с его мамой. Когда он рассказывал, что она в Киеве давно, а потом в Луганске пришли местные корреспонденты и даже вручили пенсию от Луганской Народной Республики, так называемой. Вот, и он публично сел на бутылочку символическую такую. Многократно. Ну, полное лицемерие и прямое вранье было, да, да. Ну, то есть он мать оставил, как он говорит, в оккупации. Вот, коренной луганчанин рассказывал, как надо вытравить все русское или русскоязычное, как он не понимает русский, а люди еще помнят, как он там собак красил, да, и продавал их как белых медведей. Да. Поэтому старожилы. Поэтому, ну, лицемерная сволота, взявшая в огромную страну в заложники, да. Смотрите, если бы они заботились о людях, первое, что нужно было сделать, это то, что я предлагал все время. Поставьте вопрос всерьез о передвижении людей, товаров, услуг, признание взаимных дипломов, медицины и так далее, если они на оккупированной территории. То есть любые переговоры с Россией надо начинать с судьбы людей, оставшихся на оккупированных территориях, либо взаимно оказавшихся в странах. Пусть граждан России в Украине гораздо меньше, но они есть. Я знаю несколько судеб, когда женщины, там, россиянки, вышли замуж за украинцев, белорусские, россиянки, и у них огромное количество неприятностей, несмотря на то, что они понарожали по 2, по 3, по 4 гражданина Украины. Уже. Ну и наши, которые уехали в Россию, а там их пошло, как это худо-бедно говорят, 1,5 миллиона, плюс 1,5 миллиона на оккупированных территориях. Ну, 3 миллиона украинцев, о которых можно было бы побеспокоиться, государство. Но их заклеймили, сказали, что сволочи, подонки, предатели. И борцы с Совком, как это, чисто по-сталински обращаются с теми, кто был на оккупированных территориях или имеет родственников на оккупированных территориях. Ведь это имущество. Это какая-то юридическая история, история образования, история документов, например, тех же медицинских, прочее, прочее. Взаимное признание – это еще с Крыма, это больная тема. И именно ей надо было заниматься, если бы вы реально беспокоились о людях. Но они никогда не беспокоились о людях. Не беспокоились о собственной власти и бабках. А люди – это так, смазка. Ну неужели бабок не хватает? Ну, бабок никогда не хватает. Это же не количество суммы, это вопрос принципа. Надо набирать, 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 иначе твои враги наберут, и ты им проиграешь. Почему стремиться всегда офис контролировать все потоки? Или большинство потоков? Потому что, ну, иначе враги заработают. Они говорят, нам-то так не надо, но наши же политические враги тогда все эти разгребут эти потоки, мы станем слабее, они победят, и будет плохо. А что будет плохо? В чем разница между Порошенко и Зеленским, никто сказать не может. Политика та же самая. Как это? Как пошутил мой приятель сегодня, надо в детском саду еще оставить всего 3 предмета. Армия, мова, вера. Больше украинцу не надо. Еще счет до 10. Да, друзья, пожалуйста, как бы проголосуйте ну, доголосовывайте, пожалуйста, в чате трансляция на канале Александр Шелест. Есть уже больше 10 тысяч голосов. Очень интересно, как бы, к чему приведет вот эта вся история с войной спецслужб. Семипосольщина, говорит, внимательно наблюдает, обеспокоена. Послы G7 говорят, ой-ой-ой, но мы смотрим, мы следим, что это вообще происходит. Сколько лет будет править Зеленский? Столько, сколько война будет идти. Если там какой-нибудь несчастный случай не догонят, как мы говорили в начале. А вы вообще представляете Украину без Зеленского уже? Да, но она будет еще хуже, скорее всего. С вероятностью 95%. Хотя, Получается, что сейчас... казалось бы, куда? Да, получается, что сейчас так, как ни крути, будут люди поддерживать Зеленского, потому что будут бояться, что будет еще хуже. Люди так не думают. И кто его поддерживает, это большой вопрос, и сколько его поддерживают. Ну, кому верить? Соцопросу? Соцопросчикам, которые, если будет не тот опрос дадут, поедут дружно под Покровск? Вот. Нет, конечно. Поэтому мы не знаем, кто его реально поддерживает и сколько, но какой-то процент поддерживает. А станет хуже с вероятностью, если вояки придут к власти. Вот эти не нормальные черные военные, которые по окопам сидят, а вот эти вот привилегированные военные, которые стали этими
полупидпанками, которые, да, сдыбались с офисом, да, и стали этими самыми подпанками по сравнению с крепаками, которые черную работу делают на войне. Вот. Вот они пойдут, революционные матросы. Есть шанс, что они на время получат власть. Между ними какая-то еще разбираться между собой будут. Будет героизм, привилегии, да, и бюджеты, и власть. Ну, в общем, допрыгались на Майдане. Странная какая-то, если честно, сейчас диспозиция у нас в разговоре. Ну, я имею в виду не в разговоре, а в голосовании. Кто победит в войне спецслужб в Украине? Значит, 8% НАБУ и американская крыша демов, 11% СБУ Зеленский и Ермак победят, 14% Трамп разгонит и одних, и других, ну и 67% в конечном итоге Путин. Ну, у Путина хорошие шансы победить. Наверное, 67% шансов победить действительно есть. Ну это как-то, знаете, вроде воюют наши спецслужбы, а побеждают. Вроде путинских агентов, ну, изобличают, а получается побеждают. Интересно, люди Он проголосовали, же, конечно. он же в исторической перспективе должен победить, потому что он хотя бы понимает, чего он хочет. И это хочет как-то там совпадает с государственническими позициями и чаяниями народа. А Украина, она же только формально рассказывает про то, что она очень боится, чтобы Путин победил, и надо выигрывать, потому что будет сплошная буча. А на деле крадет, ну, у своих же солдат огромные суммы. Поэтому, ну, как бы, ну, от того, что она крадет в вышиванках и запрещает русский язык, она же здоровее не становится. Мотивация быть с Украиной и за Украину все меньше и меньше. У людей, у которых отбирают русский язык, да я знаю огромное количество украиноязычных, которые в тотальном протесте против этого, не потому что они любят русский язык, а потому что они любят права человека, которые так беспардонно ущемляются. И говорят, я украинец, но я не хочу с этим ассоциироваться. Поэтому вы видели коэффициент, опубликовали коэффициент, кто-то опубликовал ассимиляцию украинских детей на Западе. Там Нет, 80, нет, не за видел. 70, за 70%. То есть подавляющее большинство за год-полтора, за два ассимилируется и уже не хочет в Украину. И не вернется. Ну, вот вам приговор. И коэффициент рождаемости недавно был опубликован. На трое умерших, один рождающийся. А кроме того, страна стремительно дрейфует в зону пенсионеров. Сколько у нас? 10-12 миллионов там из 30, которые остались. Ну, плюс добавьте бюджетников и так далее, и так далее. Работать некому. Молодежь хочет либо выехать и выезжает, либо не хочет возвращаться. Страна обречена, все. Она идет навстречу своей гибели. Просто она очень медленно идет. Большинство людей, они же... Это эффект бабочки на мачте Титаника. То есть, если бабочка-однодневка, Титаник тонул 9 часов. Бабочка-однодневка сидит на вершине мачты Титаника. Ей кажется, что никто ничего не тонет, все хорошо. Люди уже понимают, что он обречен, они уже шлюпки спускают на воду. А бабочки однодневки 9 часов – это треть ее жизни. И кажется, что все прекрасно, и все очень долго, и можно успеть пожить еще, и все хорошо. И некоторые тут, понимаешь, которые говорят, что тонет корабль, они нагнетают, все не так, ничего еще не потеряно, мы еще поборемся. Но корабль тонет. Украине нанесен ряд смертельных ударов, от которых она не оправится. Только чудо Господне может ее спасти. А Ну, перечислите смертельные удары навскидку. Ну, в первую очередь демография. Второе – экономики. Третье – установление полуфашистского режима, который всех нормальных людей заставляет либо бежать, либо уходить во внутреннюю миграцию, либо саботировать, но отнюдь не приводит к желанию творить. Творить, строить что-то и так далее, и так далее. Если военные говорят, что как только война закончится, я смываюсь из Украины и больше не возвращаюсь, которые за него воюют, то, о чем мы говорим. Вот. Ну, а кроме того, геополитический курс, который она выбрала на противостояние с Россией, это же гарантия смерти. Россия не успокоится, добьет. Поэтому все. Одной демографии бы хватило. Да, перейдем к вашим вопросам. Начнем с клуба зрителей. Один отсюда, потом пройдемся по сообществу YouTube вопросам заранее. Ну и, конечно, Скажем так, символический капитал, который вот эта полуфашистская Украина, да, полунацистская красно-коричневая продуцирует, он глубоко античеловечен и глубоко мортален. Поэтому людей будет все меньше, а смерти все больше во всех сферах. сначала, значит, вопросы, как и обещали, по QR-коду, а потом, вот как я и огласил,
Поехали. Мария спрашивает, будет ли продолжение про изумрудный город. Рассыпается вами. Конечно, Это скоро выйдет, через месяц выйдет волшебник, вернее, огненный бог Маранов, он уже начитан, но сначала одна книжка пойдет, а потом пойдет другая. Через месяца два. Ждите. ждите. Вальдемар. Значит, три вопроса. Ну, давайте тогда супер брильц. Зачем в тыловых городах Украины до сих пор действует комендантский час и стоят блокпосты? Ну, потому что с формальной точки зрения это система контроля. Ну, потому что наведение осуществляется в том числе агентурой, и оценка результата после попадания – это тоже агентура. А так, когда там 2 часа ночи попали, а только в 6 утра или в 7 можно поехать посмотреть, ну, некоторое размытие результатов идет, и наводить нельзя. Ну, Сможет ли Украина к осени отражать массированные атаки 1000-2000 гераний за ночь? нет. Ну, смотрите, сейчас вообще так сбили все по красоте. 200 сбили, 200 подавили. ПВО работает. Правда, почему-то попало в этот завод на Лукьяновке. Туда приехал министр А, иностранных дел Франции показать ему тоже. За прошлый налет в Киев, по-моему, 50 или 60 гераний приземлилось в районе одной цели. И, конечно, это все были обломки. Обломки пикировали так аккуратно. И все, кто там живет рядом, все видели. Это такое беспардоннейшее вранье, поэтому А кто тоже, хочет верить, кто хочет верить в обломки и взбитые там 200 шахид на здоровье, верьте. Вопрос, чем они их сбивают, как вы думаете? Вот чем? как это? Все Дроны-перехватчики. дроны-перехватчики. Все кричат, что мобильные группы неэффективны. Авиация, сколько не метаясь, эти F-16-200 не собьют за раз. ПВО, ракет ПВО нет. Так чем же их сбивают по 200 штук за раз? А то мне больше всего нравится, из 750 сбили 700. Ни одно ПВО мира не имело такой эффективности за всю свою историю, как несуществующее ныне практически украинское ПВО. Без ракет, без ничего и так далее. Ну, то есть это такие потужные обломки, да. Мгм. Чувствует ли Алексей личную ответственность за то, что его прогнозы по выборам, открытию границ и решительным действиям Трампа не оправдались? Да. Но вы верили в Трампа. Да я не просто верил, я пользовался информацией, которая из его ближайшего окружения шла. И намерения были такие, а потом в отдельно взятой голове что-то произошло. Ну, как бы, и могу сказать в утешение, что для тех людей, с которыми я общался, это было для самих полной неожиданностью и в каком-то смысле катастрофой. И что дальше? Что даже часть отшатнулась, часть осталась в команде, часть там где-то что-то уже третью партию делает, он как Маск тогда. М. Ну, то есть вы считаете, третья партия – это реальность в Америке? Ну, ее, конечно, будут делать, но каковы ее перспективы, это очень большой вопрос. К вопросам из сообщества. Ох, вопросов очень много, друзья. Все просто физически не успеем, но мы попробуем. Режим Блиц. Кирилл, для чего хотят позволить выезд за границу мужчинам 18-24? Какая выгода от власти от этого? Снижают социальное напряжение. Алексей, вы говорите о России, Украине, Беларуси как народах с общим историческим корнем. А как на этом фоне выглядят западные славяне, поляки, чехи, словаки? Их путь тоже был непрост. Их путь был непрост. Напоминаю, что Первый рейх, Оттоманская империя, там Германская империя, Оттонская империя уничтожила славян быстро и немедленно. Берлин – это славянское название вообще. Поэтому, да, в Восточной Европе судьба славян печальна, но не забывайте, дело же не просто о русских, украинцах и белорусах, дело о православных. Это немножко другая история. На православных, которые вышли из, как говорится, одной Днепровской купели. То есть крестильная формула Владимира Великого – это что? Новая земля и новые люди, русские люди. И новая земля русская. И у них есть символическое единство. Внутри этого единства они умудрялись много рассориться и воевать, что они сейчас и делают. Но единство-то есть. Ну да, вот так и есть. Так и бывают гражданские войны. Вот. Поэтому, если вы хотите изучить какую-нибудь страну, я вам даю хитрый совет. Ее историю просто берите учебник по гражданской войне или книжку по гражданской войне. Вы сразу ее поймете, так как не поймете 5 лет изучая ее. Сразу все будет понятно. Поэтому форма существования Руси, к сожалению, объединенной большой мета Руси, это гражданская война.
Увы и ах. Ну, сейчас это очередная ее итерация. С одной стороны, все понятно, с другой стороны, от того, что одни русские убивают других русских, оно ж как бы... Подождите, надо вдуматься в эту мысль. да. Формула объединения славян — гражданская война? Нет, форма существования Объединенной Руси — Ага. гражданская война, к сожалению. Посмотрите, княжеские междоусобицы по жизни, там вечная война. 51% монархов, которые были Романовых, закончил жизнь насильственным путем. Самая опасная профессия на Руси – это царь. Ну вот вам прямой след. У космонавтов смертность летчиков-испытателей намного ниже, чем и у военных, чем у монархов. К сожалению. А раскол церковный. А гражданские войны между там, Россией, Украиной, Белоруссией, внутри России, Украины и Беларуси. Мне бабушка рассказывала о Беларуси градацию, кто мог тебе ночью постучать, когда можно было рехнуться. Советские партизаны, белорусские, как это, буржуазные партизаны против советских партизан, там, и стреляющие в немцев и Советы одновременно. Ну, короче, это целая история. Ну, а что такое Советский Союз? История Советского Союза. Одна волна революционеров уничтожала вторую волну революционеров. Потом Хрущева снимали заговором, потом там то все попытка переворота Жукова, потом вот эти все там Горбачев там и прочее, прочее. Это же все гражданская война внутри страны либо внутри власти. Это форма существования, к сожалению. К сожалению, мы это говорим, это не норма, это прискорбная реальность. Да, я о ней говорю с печалью, с горем, с горечью. Ну, как есть. Алексей, ходят мухи по дворам, носят слухи по домам. Как вы оцениваете такое решение? Граница по Днепру, Киев разделен на западную и восточную, как Берлин в свое время. Восточная часть — независимая Украина, нейтральная, западная со всей программой УПА-УНА УНСО. И это все без Европы. Такое в Лондоне уже просачивается. Благодарю всем мира и добра. Ну, кто вносит такое предложение и как его осуществлять? Ну, вы же говорили, что будет три Украины. Только Когда-то. в результате военного поражения, но его же надо еще Украине потерпеть, а России нанести. Это не завтра, если А, вообще случится. Да, Алексей, вы вот очень доступно для нас, зрителей, рассказываете о коррупции в офисе президента. Когда-то тоже там работали, поэтому такой вопрос. Вы сталкивались с там проявлением коррупции? Если ее коррупции, когда вы там были, не было, то что произошло, почему она вдруг появилась? А что такое сталкивались с коррупцией? Это как? Я видел, как там деньги тайком считают или как? Мгм. Не видели? Нет, не видел. Да. Так это не делается, да. В схемы мне разные предлагали вступить, но я не вступил. Увы. Ях. Я вообще не практичный. Москвичам продался, где мои деньги? В офисе работал, ни одну коррупционную схему не вступил. Плохо учился. Надо было. Не тех наследовал. Да, ну бывает, что. Я сам такой. Не, А, непрактичная мысль. Значит, грядут ли времена, когда неподсанкционные сегодня позавидуют подсанкционным? И не столкнемся ли мы тогда с возвратным маневром санкционного бумеранга, спрашивает Петр. Да все, кто сейчас радуется санкциям, попадут. Вот он Балашов, типичный пример. Он страшно радовался санкциям против меня и Шелеста, как он, цитируя его, против Саши, и сейчас сам под санкциями. Вы же не понимаете, если раз начали замерять черепа, то остановиться уже нельзя. И челюсти, они будут замеряться до последнего. В живых должен остаться только один, Зеленский. конечно. Он не останется, но он так думает. Алексей, здравствуйте. Вопрос глобального характера. Что думаете по поводу риска исчезновения белой цивилизации? Действительно ли арабские, африканские, индийские, тюркские, латиноамериканские миры в недалеком будущем полностью поглотят и уничтожат белый мир и, соответственно, культуру, славяне в том числе? Не поздно ли белым по всему миру предпринимать меры, дабы сохранить себя, свою цивилизацию? Или же не стоит бояться естественного отбора и жить дальше по течению? Ну, что такое белый мир? Белого мира, первого, никогда не было, кроме стихотворений Киплинга. Во-вторых, и нету сейчас. Это всегда мир культуры. Дюма – это белый мир. У меня дедушка негр был. Пушкин – это белый мир. Пушкин, да, это хороший пример. Да, да. Ну вот, пожалуйста, да. Поэтому это все сказки Венского леса. Вот. Поэтому не было его никогда. Была культура. Культура.
Если вы какому-нибудь негру во Франции скажете, что он не француз, который вырос, родился там во французской культуре, он очень удивится. Например, игроку сборной Франции. И скажет, что его родина Африка, он очень сильно удивится и, скорее всего, попытается дать вам по морде. Он француз до мозга костей, потому что он вырастил в этой культуре. Культура рулит, а не цвет кожи. Поэтому, ну, как это, ну, да, не бойтесь о белом мире, это одна из легенд. Мгм. Значит, Константин. Вопросов, правда, очень много, друзья, интересные все. Константин. Вот скажите, некоторые аналитики у Александра, в том числе с пеной, вот так кричат, мол, почему Украина должна отдавать свои территории, которые Россия еще не захватила? Почему Украина должна выходить из контролируемых на данный момент территорий? Алексей Николаевич, прошу вас, дайте здравый ответ этим аналитикам, ведь даже мне, сидя на диване, очевидно, что освобождение, захват оставшейся части Донецка, Запорожья, Херсона – это вопрос времени. То есть не хотите отдавать дипломатически, заберем военным. Только где брать людей, сдерживать натиск россиян и сколько крови еще прольется, сколько мирных жителей погибнут? Кто будет отвечать? Дело же вообще не в этом. Вот это простая такая дилемма, которая вас разводит как барана капусты. Дело не в территориях. Вообще не в территориях. Вот просто не в территориях. В этой дилемме сидят даже очень умные люди. Они мне пишут, говорят: Алексей, ну вот все что угодно. Ну что ж ты предлагаешь отдать 4 области? Как же так? Я тебя так защищал, мы всегда в тебя верили и так далее, и так далее. Это ужасно смешно. Дело в изменении сущности украинского государства. А когда оно изменит сущность свою, вопрос о территориях встанет совершенно иначе. Может, их вообще никто не будет забирать. Может, их отдадут. Путин же говорил, что я был готов отдать Херсонскую и Запорожскую. Понимаете? А если сущность не будет изменена, то вы потеряете не 4, а 12. Рано или поздно. А может, и всю Украину. Вот и все. Мое предложение вовсе не в отдаче областей за какой-то там мир, который потом разразится войной, а за смену характера украинской государственности по отношению к гражданам внутри, чтобы раз и навсегда сломать систему, где одни паны, а другие должен сдохнуть в посадке. И сломать, как это, и заменить идею во внешней политике, как антироссии на что-нибудь хотя бы нейтральное. Вот и все. И тогда вопрос о территориях и обо всем остальном будет совершенно иначе поставлен. А для Украины, которая сейчас существует, только один способ – это умирать, 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 умирать и отдавать постепенно область за областью. Сколько бы это времени ни заняло. Все. Вот предложение. Поэтому не задавайте мне вопросы про территорию. Это показывает, что вы совершенно ложно понимаете то, что я говорю, и то, что я предлагаю. Вопрос от Алекса Готвальда. Признайтесь, Алексей, вам сейчас стыдно за эфиры с Фейкиным? Это длилось очень-очень долго, достаточно долго, чтобы к вам потерять доверие и уважение. Нет, мне не очень стыдно за эфиры с Фейгином, потому что я тогда был предельно искренен и говорил то, что думаю, как и сейчас говорю то, что думаю. А вот ваше уважение, ну, я буду страшно мучиться. Знаете, ну мне между вашим уважением и уважением к себе самому я долго мучился, плакал, боролся, страдал и все-таки выбрал уважение к себе самому. Хотя мне было это тяжело сделать, поверьте. Вместо вашего, к сожалению. А, Алексей, какое название для своей партии вы придумали и как думаете, ее допустят к выборам или нет? Не допустят к выборам, можно не придумывать никакое название. Во-вторых, от меня разбежались все сторонники в ужасе, потому что они считают, что я подлец. Ненавижу украинцев и вообще запродался россиян. Поэтому переубеждать у меня нет никакого желания. Я отлично чувствую себя на яхте. Поэтому какая партия? М, Значит, ну, давайте такой вопрос от Александра Хас. Александра, девушка. Добрый вечер. Арестович удивляется тому, что его признали в России экстремистом. И, пожалуй, забывает свои собственные высказывания, когда он вертел нас одним местом, просил перемирия лишь для того, чтобы было время на накачку оружием, а также говорил, что мир возможен только после того, как нам насуют, и что мы были и будем вечно врагами. Ведь именно он говорил, что мы объяснили нашим детям, что в сторону Украины смотреть даже нельзя, не то, что мы должны взахлеб ужасаться, вспоминая Украину. Все это его слова. Эти ролики есть в YouTube. Может, хватит задавать вопрос, а меня за шо?
Открою вам страшную тайну. Я ни разу не задавал вопрос, за меня за что. Я прекрасно знаю, за что меня. Лучше вас. Вы думаете, я хочу вам понравиться? Если я вам скажу, что я реально хочу, вы ахнете и не поверите. Поэтому давайте оставим эту тему. М? Причем всем вам, что россиянам, что украинцам. Переходим в чат трансляции. Друзья, сначала канал Шелест, потом Алексей Николаевич. Спасибо большое. 23 тысячи плюс на моем канале, 34 плюс на канале Алексея Николаевича. Поставьте, пожалуйста, лайк, это очень важно. Маргарита Лина, ну, в общем, Маргарита спрашивает, что грозит Калининграду в свете заявлений генерала из США? В определенном сценарии, вероятность которого сейчас 3%, может быть 1,5%, Калининград может стать зоной боевых действий. Но это очень не скоро, очень не сразу, не завтра и не внезапно. Если что, будет возможность уехать. Мгм. Как выжить в Украине? Вал спрашивает. Как-то петляете. М, Значит, что насчет наступления из Беларуси? Что вы скажете, пользователь Сергей, кажется? Пока нет никаких перспектив, предпосылок. Ну, уж какие-то там страшные Запад 2025, посмотрим, сколько там будет войск. Но Запад 2023 прошел без всякого наступления со стороны Беларуси. Да и не кстати сейчас это наступление Путина. Он честно в рамках определенных договоренностей, существующих в большой политике мировой, честно забирает то, что говорит. 4 области и Крым. Ну, причем Беларусь. Беларусь была это начальным планом войны, когда они надеялись лихим наскоком сменить правительство в Украине и получить малой кровью большие политические результаты. Сейчас совсем другая история. Мгм. Значит, если Украина погрязла в коричневой чуме и в землянках УПА, почему Запад, Европа и США это поддерживают? Это поддержка Потому что Украины они, или борьба против России? потому что они лицемерные твари и готовы действовать по принципу пусть будет трижды сукин сын, лишь бы наш сукин сын против России. Вот и все. Они же как индейцев используют. Если они индейцы по определению не демократы. Чего уже там сильно париться. А главное, чтобы воевали против России исправно. Александр Гайдар спрашивает, как отпетлять Молдове? Молдове ничего не грозит. Молдова под прикрытием Румынии. Румыния справится. Мгм. А, Так, ну тут все заинтригованы. Там, а, чего же хочет Арестович на самом деле? Всем интересно очень. Мгм. И одни, и вторые, я так понимаю. Я хочу, чтобы за голову взялись. Но именно поэтому я создал и руковожу школой мышления. Ну, да вы думали. Я эти эфиры тоже ж веду не для того, чтобы политический капитал себе заработать. Я его в этих эфирах трачу в основном. Вот. Я для того, чтобы сказать вам, как можно мыслить, да, показать, как на вас воздействует, как можно на это посмотреть с другой точки зрения. Для просвещения. Мгм. Вопрос. Есть доказательства того, что Россия пыталась сменить правительство в 22 году? Татьяна спрашивает. Тут смешные люди. А для чего нужна была осада Киева? Для того, чтобы утвердить правительство Зеленского или как? Ну, серьезно. Вы всерьез сейчас это говорите? Или как? Зачем осаждать столицу, чтобы правительство утвердилось и продолжало быть? Правильно? Еще больше укрепилось в своих позициях. Нет, ну можно же выехать и там руководить за пределами столицы. Кто ж тебя будет слушать, если ты выехал и руководишь? Это символическое бегство, посыпалось бы все. И так машины шли только на запад. Только на запад. Мгм. А, Ой, тоже. Тоже несколько вопросов. И от Одессита, и орбита. Так что ж с бабочкой случилось с мачты Титаника? Утонула бедняжка. Ой. Люди, конечно, интересно как бы реагируют, да, на то, что вы говорите. Алексей, блэкауты в Европе, это что было? Нас готовят к катаклизмам? Пользователь Чижик.
Я думаю, что в одних случаях это просто сеть, на которой всячески экономят и оптимизируют, не справляются. В других случаях, наверное, кибератак. Где-то сочетание факторов. Переходим к чату Алексея Николаевича. Да, по поводу школы, QR-код вы видите на экране. Он вначале там что-то не вышел, вот он перед вами всю программу, поэтому интересуйтесь, тоже школой мышления. Алексей, прокомментируйте перспективы войны Финляндии и России. Да, очень низкие перспективы. Ну, может быть, на Балтике могут быть определенные действия на море, гибридные, подпороговые и так далее, но это крайний сценарий, до которого очень далеко. Хотя он рассматривается всерьез. Лена Статник, Алексей, очень печально слышать, что сторонники вас покинули. Получается, в Украине не осталось думающих или смелых людей? Нет, остались люди, которые думают, что они смелые. Филигранный ответ, конечно. Или смелые, которые думают, что они думающие. И те мне не подходят. Это, конечно. Ой, значит, если бы у России получились первоначальные планы в 2022 году, у Украины был бы шанс. Ну, как у кого? Мы же не знаем, какой была бы Украина тогда. Скорее всего, она была бы такой большой Белоруссией. До какой-то степени, наверное, Запад отделился бы, наверное, там как-то, да. То есть, возможно, поделено было бы на три части, действительно. Оккупационная зона, там условно нейтральная и западная. То есть, так или иначе, было бы три Украины. Ну, оккупационная имела бы шанс в рамках развития внутрироссийского проекта, а нейтральная в каком-то виде. А вот западная, наверное, тоже имела бы шанс. Не знаю, трудно сейчас сказать. Ой, хороший вопрос. Сергей Котопесов задает. Какое образование вызывает уважение? Ну, самообразование. Мгм. Значит, куда пропали книги на вашем сайте, спрашивает пользователь. Никуда, как были, так и есть. Посмотрите плейлисты, и там все книги. Ну, я так понимаю, на сайте, наверное, на сайте школы или... Ну, нет, не на сайте школы, они же были на Ютубе, они там есть до сих пор. Никуда не девались. Александр, какое будущее у Харькова? Он попадет в российские руки в ближайшее время, как вам кажется? Ну, есть шансы, что попадет. Ну, давайте специально для пользователя, потому что вопросы, конечно, повторяются, но это прям давайте отдельно, да? Алексей просит прокомментировать санкции против Латыниной. Зачем это? Почему? Ну, я же сказал вначале, это чтобы не распространялись эфиры, которые она записывает со мной и с Сашей. Вдруг украинцы думать начнут, а это категорически запрещается, это опасно для государственности. Для того типа государственности, который в Украине построен. Алексей, назовите одну историческую личность, с которой вы бы хотели встретиться, поговорить. Расскажите также, почему именно с ним. У меня никогда не меняется, это Иисус Христос. Никогда, это никогда не меняется. Сегодня Притула выдал про Иисуса Христа. Вот это Не слышал, наверное. Ну, говорит, что мыслитель сказал? говорит, Крупный мыслитель? Да. если бы Иисус Христос был министром обороны, то у него тоже были много вопросов. А вот эти 30 серебряников, а там часть отката была бы, в общем. Да. Представляете? А если бы Притула был Спинозой, он бы, наверное, не обманывал бы со спутником своим. Как бы, да. А, Татьяна, смотрели ли вы пародию на себя у Юрия Великого? Как вам? Не смотрел. Квартал 95. Да-да. Значит, так, кто-то пишет, нет книг на Ютубе. В общем, товарищи, Да, разберемся. есть такой сбой специфический. Вы смотрите, он обычно на ноутбуках. Посмотрите с телефона. Есть такой, да, момент? Есть такой сбой, да, не видно плейлисты, люди уже жаловались мне. Надо смотреть, менять. Если нету на телефоне, смотрите на ноутбуке. Если нет на ноутбуке, смотрите на телефоне. Ну и там VPN и все эти, там смена страны, это все рулит. Мгм. Значит, здравствуйте, уважаемый Алексей Александр, профессор-пользователь. Скажите, пожалуйста, почему провалилась Гостомельская десантная операция и в чем просчиталось российское командование, хотя высадиться у них получилось?
Скорости движения наземных войск к Гастомельскому десанту. И тем не менее, они все-таки вышли, но с таким опозданием, что десант потерпел крупные потери, понес, фактически откатился, и там надо было, ну, как сказать, они задачу выполнили, просто с огромными потерями, утратив боеспособность. Частично успешно. Страна расколота. За мнение вылет из вагона метро. Макс Котш задает такой вопрос. Кто молчит, как Усик, тех хвалят. Кто говорит, как Алхим или Киевсторнер, ловит хейт. Объединение когда? Или опять ждать назначенного гетьмана? Ведь не будет никакого объединения более расколотой страны, чем Украина, представить невозможно. На каком основании? Люди должны объединяться на фоне единого символического капитала. У кого он единый? У вас единый, там, у одессита и львовянина единый символический капитал. Единственное, что их объединяет, это типа, чтобы не пришел Путин и не устроил бучу. А представьте себе, что Путин не устроит бучу. Или устроит бучу не всем. И уже это даже капитал разваливается. Ну все. Это же негативное объединение. Паша Щелин, незабвенный, он придумал такой, который у Саши часто используют, очень удачное политологическое термин, который называется негативная независимость, да, негативный суверенитет. То есть ты ничего позитивного Отрицательный, не да, можешь, да, отрицательный. отрицательное, но можешь что-то запретить или разрушить. У Украины чисто негативный суверенитет. Она ничего толку производного сделать не может, она все только разрушает. И в первую очередь, что разрушает Украина, это саму Украину. Ну, по демографии посмотрите. Все станет ясно. Я сейчас про промышленный потенциал даже не говорю. Значит, м, Никита, уважаемый Алексей Арестович, подскажите, что лучшее для своего будущего сейчас может сделать Россия? Благодарю. Ну, во-первых, в империи стать нормальной. Во-вторых, империи благородной. Ну, слишком много грязи. Это видно по крайним разломам. Там обращение с пленными, например. Там, да. Да ладно с пленными, со своими. Пытки многочисленные в российских колониях, даже не украинцев, а самых что ни на испосконных россиян. Все эти эксперименты с традиционными ценностями формальные, когда пытаются деньгой заставить студенток беременеть. Все эти там попытки ограничивать, судить, там вечно ставить под вопрос, там, что у человека в телефоне, у гражданина и так далее, запрещать и отменять. Ну, это не красит Россию, мягко говоря, и не красит очень сильно. Ну, здравых людей настраивает откровенно против нее. Поэтому ну, она вечно балансирует на грани. Страна Достоевская вечно балансирует на грани того, чтобы стать страной чучи и свалиться в Северную Корею. Это ей не к лицу. Поэтому, да, империей стать, но при этом благородной империей. Так, значит, ну тут понятно, веселятся, как попить с Арестовичем пиво, значит, вернется ли Арестович в Украину, ну вот такие вопросы, они тоже как бы всегда имеют место быть, всегда очень Чтобы я вернулся интересно. в Украину, она должна настолько радикально измениться, что это не скоро, поверьте. Мне и на яхте неплохо. Почему, спрашивает Анатолий, Трамп и компания оставили Зеленского у власти? Ну, потому что Зеленский сейчас, как это, сидит за штурвалом самолета. Если его снимешь, упадет весь самолет. У них нет человека на замену, да, который был бы органично поддержан, прежде всего, вооруженными силами, во-вторых, всем народом. Есть Залужный, который где-то там сидит, но Залужный в Штатах считают британским проектом. Американцы очень серьезно настроены против Залужного и вечно ссорятся с британцами на эту тему. Вопрос самое, ну как, любимое ваше оружие, да, которым вы восхищаетесь, оружие, которым вы восхищаетесь. Нож. Нож. Я там думал, какой-то мощь какая-то, не знаю. У меня не фетишист, у меня там я много в руках держал оружие, стрелял из него разного самого. М-16 мне нравится, ее клоны, М4 очень сильно. Да. Добрий Если уже вечір. об огнестрельном оружии, да. Добрий вечір. Чи варто в Україні розвивати національне бойове мистецтво, бойовий гопак? Анатолій. Решил вас спросить. Ну,
в качестве в разделе этнография и фольклорные это самое, да, почему нет? Фольклорный ансамбль. Юрий, сколько еще снесут памятников в Украине? Все снесут, поверьте. Все, до которых дотянутся. А если ты один раз начал замерять челюсти и черепа, ты уже не можешь остановиться. А, Так. У Залужного есть шансы свергнуть Зеленского? Ну, есть шансы победить на выборах у Зеленского, например. А дальше смотрите начало передачи. Да, ну, то есть шансы есть. Значит, почему сербы за русских, а болгары всегда против России, спрашивает Василий. Наверное, надо спрашивать не меня, а болгар. Мгм. Но далеко не все болгары против России. Минимум треть известных мне болгар очень сильно за Россию. Слушайте, у вас тоже веселая аудитория. Ужасно. Я тоже читаю и получаю Это, удовольствие. конечно, почему не шпага, почему вот это Шпага это тоже нож, только длиннее чуть-чуть. красавцы просто. Спасибо большое. Диана Владимировна спрашивает, когда закончится война? Когда-нибудь закончится. Ну, то есть, я всем говорю, что до конца этого года, и я до сих пор придерживаюсь этого мнения. Я не прав? Кончится война, вы считаете? Да. Я очень сильно сомневаюсь, но возможно. Такой сценарий есть, но у него вероятность маленькая. Небольшая. Мы должны сценарно рассуждать. Это самое есть. Сценарная вероятность. Да, такой сценарий есть, но вероятность маленькая. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Алексей Николаевич, благодарю за этот совместный стрим, за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся через неделю в таком же прямом эфире. Поэтому пишите в комментариях, интересуйтесь, оставляйте вопросы, ну и высказывайте свое мнение о том, что мы сегодня обсудили или о том, что не обсудили.